Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Павел Щелин в прямом эфире прямо сейчас. Павел, приветствую вас. Приветствую, Александр, приветствую, зрители. Друзья, всем большое спасибо, что дождались нашего эфира. Пишите, как видно, как слышно, все вживую, все, как говорится, максимально направлено на общение именно с вами, потому что именно общение с вами окрыляет, дает как бы пищу для ума, дает возможность задуматься о происходящем и под другим углом посмотреть на все то, что происходит. Поэтому вопросы для Павла оставляйте в сообществе YouTube в анонсе, под анонсом нашей встречи традиционно. Также клуб зрителей Шелеста там оставляют тоже вопросы люди, те, которые там следят за интервью там на моем канале. Если хотите следить за Павлом Щелиным, ссылки в описании. Это телеграм-канал, закрытый телеграм-канал. Конечно же, YouTube Павла Щелина. Переходите, интересуйтесь и, как говорится, встречайтесь чаще. Ну и давайте начинать. Начнем сегодня вот с такого вопроса. И вот это все прям все с колес, да. Сейчас в эти минуты Трамп встречается, он приехал во Францию на Г7, встречает его Макрон, Бриджит Макрон. Они Трамп и Макрон быстро поздоровались, а Бриджит 13 секунд он держал, схватил за руку, целовал, выцеловывал. Ну, как говорится, знает, кто в доме хозяин. В общем, началась вот эта, скажем так, встреча, и туда мчит Зеленский из Кишинева, опять-таки, с Польши уже не летает. И, в общем-то, сулит нам это нечто. Какое? Вот давайте, в общем-то, порассуждаем. Как повлияет возможное завершение войны с Ираном на войну в Украине? Варианты. Приблизит страшную развязку, ну, то есть наотмашь будут рубиться, резко все остановит и угомонит, о чем сегодня, в принципе, уже сказал Трамп. Говорит, сейчас я тут улажу свои делишки с Ближним Востоком и займусь Украиной. Третий вариант. Никак. Это абсолютно другой сценарий по другим лекалам и под другим соусом, и геополитическим, и политическим. И четвертый вариант. Только продлит страдания Украины. То есть дальше будет хуже, развязки никакой не будет, будет все дольше, дольше и дольше. Под страданиями мы понимаем обстрелы, тревоги и самое, что ни на есть, страдания народа, да, который вот на этой территории, на территории Украины вот сейчас пребывает. Павел, давайте с опроса начнем, да, и вот попытаемся разобраться в ситуации. Трамп едет завершать войну с Ираном, причем в Европу, туда к нему короли, монархии, в общем-то, Персидского залива присоединятся. Но Европа ждет от него что-то по Украине. Как одно на другое повлияет? Никак. Не думаю, что как-либо повлияет. Во-первых, тут как бы давайте дождемся, чтобы завершились в кавычках война в Иране, потому что, разумеется, речи не идет ни о каком ее завершении. Если говорить по тем данным, что у нас имеются, опять у нас есть, то имеется у нас крайне мало. Тексты меморандумов, которые опубликованы и ходят по СМИ, друг другу, мягко говоря, отличаются очень сильно. Та версия, которую опубликовал Иран, напоминаю, по ней частью этого меморандума является перемирие в Ливане, без которого вообще никакого меморандума нет. На эту тему сегодня Израиль нам сказал, что ничего он останавливаться не собирается, и вообще и вообще интересы Донни он на одном месте, можно сказать, обнаружил. Ну, кратко, да? То есть мы, в принципе, даже не знаем, закончится ли эта история чем-то реальным на Земле. Чем она сейчас заканчивается пиарно, это надо рассматривать, мне кажется, в том же ряду, что вот идущий на североамериканском континенте чемпионат мира по футболу. Вот сейчас идет чемпионат мира по футболу. Господину Трампу нужна конфликт с Ираном затянулся до невозможности. Ему надо из него хотя бы временно, хотя бы не на долгий период выйти через хоть какую-то историю. Я думаю, это вот предельный срок. Это промежуточные выборы в США. Как мы понимаем, закончился нефть в хранилищах. Собственно, Америка начала окончательно подходить к концу, с помощью которых манипулировалась на цену. В любом случае, нужна какая-то пауза, нужна какая-то передышка. Все аналитики, которые... Я сразу говорю, я не самый большой специалист по региону, поэтому здесь я опираюсь на мнение тех людей, которым я доверяю. Все они говорят, что в лучшем случае речь идет о какой-то паузе к осени. То есть где-то к концу осени, к середине осени пойдет по тому же раунду. Потому что в строгом смысле ни одна из принципиальных задач войны не добилась. Я напоминаю то, что вопрос ядерного
обогащение ядерного оружия Ирана вообще не стоял на повестке дня до начала конфликта. Целью операции была смена режима. Никакой смены режима не произошло. Более того, реальным ключевым игроком в регионе является не США, является Израиль. У Трампа нет рычагов давления на Израиль, сколько бы ни говорил господин Трамп. Собственно, сколько бы он ни ругался на Биби по телефону, и сколько бы он его матом буквально не крыл, Биби все равно будет делать то, что считает нужным, и нету приемов против этого господина. Но медийно все очень устали, медийно все очень хотят хоть какой-то временной разрядки, люди готовы бежать за новостями, бежать за надеждами, поэтому при этом реальных оснований под этой бумагой минимально. То есть непонятно даже сейчас, она подписана, не подписана, никто не погибает, какой у нее текст. Вообще ощущение, что стороны разные тексты в своей электронной версии подписывали. И так далее и тому подобное. Поэтому, прежде чем говорить о том, как оно что-то может повлиять на Украину, вот тут бы с этим вариантом разобраться, а мы пока с ним далеко не разобрались. По Украине прогноз не меняется, война будет идти до капитуляции одной из сторон. Вот и все. Сегодня очень жаркая ночь была в Киеве, в Днепре Да. тоже и в других городах, но, в общем, я был несколько даже обескуражен православностью Зеленского. Он буквально через пару часов отправился на место прилета по, ну, собственно, по Киево-Печерской лавре, там рядышком Мистецкий арсенал, то есть галерея, там, в общем, сбили купол один из, да, и, в общем-то, загорелась крыша, и, в общем, гасили, и произносили пламенные речи, что как так, ничего себе. Зарядили определенные блогеры, телеграм-каналы, те, которые дружат с офисом президента, мол, как так-то, великая держава Россия, и вот так вот, что она оставляет после себя, развалины, когда-то же общая святыня. И понятно, что это все очень и очень картинно прикрывало медийно реальные удары. К вечеру чисто случайно журналист кто-то выставил из «Нового времени» студию Довженко обломки. До этого утром рассказывал директор с киностудии о том, как погорели... Костюмы. Ну, это просто костюмы, там тени забытых предков снимались, там такие артефакты, такие реквизиты. Но потом рассмотрели, что там стопочкой сложены крылья для дронов Firepoint, и поэтому все было понятно. Ну, то есть многим было понятно. И так, в принципе, и везде. Но лавру выставили на передний план, и даже по своему отъезду из Украины через Кишинев Зеленский поговорил с Варфоломеем и позвал его в Украину, чтобы тот вот, ну, осудил, понятное дело, атаки российские на святыни. В общем, резко богоборцем стал. И картинка медийная, прям защитник лавры. Ну, богоборец-то он давно. Ну да. Дадут сверху копейку за это. И у нас какая-то странная тенденция. Как только Мюнхенская конференция, прилетает странный дрон в Чернобыльскую АЭС. Вот сейчас, видите, Россия бьет по лавре. Почему? Ну, давайте разделим это событие на 3 этапа, то есть на 3 пласта. Первый реальный, политтехнологический и духовный. Третий самый интересный, но пару слов нужно сказать про первые 2. Первый реальный. Предположим, мы инопланетяне, которые наблюдаем за этой историей, и вообще мы не в контексте. На что мы можем опираться? Мы можем опираться на некую предсказуемость событий, да? То есть мотив поведения той или иной стороны на протяжении последних лет, чтобы оценить, насколько вероятна та или иная оценка события. Ну, что я имею в виду? За последние 4 года Российская Федерация ни разу не была не замечена в намеренных целевых ударах по сакральным объектам, даже за исключением атаки по сакральным объектам на непосредственно линии фронта. Ну, тот момент, когда если у вас непосредственно на линии фронта есть опорный пункт в церкви, это уже вопрос тем, кто превращает церкви в опорные пункты, да, тогда эти церкви, по ним ведется работа артиллерийскими снарядами. Если мы посмотрим на дальнобойные удары, мы ни разу не видели, чтобы было намеренное использование дальнобойного оружия Российской Федерации для атаки по, повторюсь, религиозным сооружениям. То есть, насколько вероятно, что вот сейчас на
там 4,5 год войны, внезапно Российская Федерация решила ударить по Успенскому собору Киево-Печорской лавры. Маловероятно. Более того, надо добавить, что уменьшает эту вероятность. Ну, в конце концов, хотели бы билить, ударили бы, чтобы снесли. Потому что сегодня мы получили, собственно, картины, соответственно, этого события, и мы видим, ну, повреждения, мягко говоря, не такие, как от прилета ракет. Да? Мы все прекрасно видим, как выглядят повреждения от прилета ракеты, что там остается. И даже от прилета намеренного дрона. Другими словами, у вас практически, ну, даже если вы просто не симпатизируете, там, не любите Россию, или вы просто, там, не знаю, находитесь тем более нейтральны по отношению к этой истории, у вас нет ни одной рациональной причины считать наиболее вероятным, скажем так, намеренный прилет, намеренный удар по Успенскому собору. С другой стороны, у нас есть триумфальные заявления господина Игната о том, что такая радость, мы купили просроченное ПВО. У нас есть многочисленные, скажем так, примеры за 4 года, когда действительно из-за размещения ПВО в городах, либо получается прилет отработавшей системы ракеты или сбившейся ракеты в гражданское здание, либо у нас есть примеры того, когда, сбивая ракету или дрон, который идет на военный объект, он попадает в другое здание. Я полагаю, что ваши зрители обладают достаточным количеством ума, чтобы разобраться, какой из этих сценариев наиболее вероятен. Это если мы говорим чисто безоценочно, как нам оценить происходящее событие. Потому что, конечно, у нас с вами, камеры личной нету, мы буквально, и никто папочки нам с вами не принесет. В конечном итоге мы с вами лично, вот юридически с печатью не узнаем до конца, что произошло, но обладая минимальным здравым смыслом, мы можем обсудить, оценить просто вероятности того или иного, скажем так, причинности этой трагедии. Политтехнологически, собственно, господин Зеленский. Да, человек, который всю карьеру сделал на борьбе с православием. И здесь вообще принципиальный момент со всем, соответственно, со всеми, так сказать, приближенными к КП спикерами и, скажем так, церковными и околоцерковными, тут они все резко вспомнили про веру. То есть, когда бульдозерами сносили Десятинный монастырь в Киеве, это было нормально. Когда громили из церкви, захватывали церкви, это нормально, это все правильно, это надо понимать. То есть, когда на священников в буквальном смысле с ножами молодчики бросались в храмах, это все нормально. Да? То есть, это вот мы таким образом понимаем. А вот тут у всех наших дорогих атеистов, иудеев и прочих, прям сердце заскало за православную святыню. Верим. Прям верим. Да. Почему политтехнологически? Ну, это просто подарок судьбы. Тут уже можно даже входить в конспирологию, как это. Если бы не было прилета, его надо было бы придумать на то, что вы, скажем так, отсылаете. Я такое, к сожалению, или к счастью, знать не могу. Ну, было бы вполне гораздо более вероятно даже этот сценарий. Вот теперь есть с чем лететь с Макроном и рассказывать. Но там же были... Папка с картинками. Там будет папка, что падает рейтинг Путина, падает папка, что мы перемогаем, вот еще папка ай-яй-яй, все горит. В общем, Дони, помоги мне, дай мне ракеты. Ну, в общем, вот такая классическая история, как вы правильно заметили, под любую шабаш G7 или Мюнхена подобное в Украине происходит. То есть, это нормальная политтехнология, да, то есть, здесь у вас есть четкое событие, которое можно раскрутить, как тебе кажется, под ту аудиторию, а еще попытаться давить на чувство вины русских. Кстати, в этот раз вообще русский народ и русские люди никакого чувства вины не испытывают ни по официальным пресс-релизам, ни я посмотрел в целом оценке по разным, скажем так, моим фокус-группам. Нет, ничего, именно такая... в принципе, тот рассказ, который я вам выше перечислил, они и сказали. Но это, я повторюсь, второй слой тоже менее интересный. Есть третий слой, более важный, духовный. Давайте подумаем вообще, что такое храм? Точнее, вспомним. Потому что храм – это не просто здание. И даже это здание Успенского собора, оно, извините, новое здание. То есть, это не древний Успенский собор, построенный в X веке. Это тоже недавно построенное здание, примерно такое же, как Десятинный, повторюсь, монастырь, который снесли буквально в прошлом году. И он... Да, построен более-менее по старым чертежам, но давайте заметим, этот собор уже несколько лет не принадлежит минимально-канонической церкви. Он принадлежит ПЦУ. Часть собора, вообще территория использовалась как музейный комплекс. Мы с вами тоже обсуждали события, которые происходили, там великолепные концерты, которые устраивали.
И здесь я просто рекомендую всем, кого интересует духовная составляющая этого события, все-таки перечитать пророческие книги, то есть всех великих пророков из Ветхого Завета, потому что они там проводят одну очень простую мысль. То, что ценность не в храме, а в присутствии Бога в храме. И только сначала Бог сперва оставляет храм, и только потом храма может коснуться. Ну вот, например, пророк Иезекииль прямо пишет о том, то, что в 24 главе, что «Я отдаю на поругание святилище мое, опору силы вашей, усладу очей ваших». То есть Дух Божий покинул храм, потому что он стал местом слава Господня отошла от него, и он, соответственно, отдан на поругание. Пророк Даниил пишет о мерзости запустения на месте храма, как бы на месте отнятой жертвы. Пророк Иеремия дословно пишет: «Я оставил дом мой, покинул удел мой, говорит Господь». Да? То есть это в ответ на что? На нечестивые жертвоприношения, на то, что дом Господень используется для идолослужения, на то, что молитва не возносится таким образом, как, условно, она должна возноситься и тому. И вот если вас интересует духовный смысл, то есть тут же почему это важно? Потому что если вы, простите, еврей-атеист, то какого вам, простите, вообще разница, что происходит с собором? Как говорю, как культурное наследие, ну, в Украине гораздо... У вас очень избирательная забота о культурном наследии, только тот, который под G7. А если как под духовный смысл, то все святые пророки пишут одно и то же, то, что сила не в камнях. В любом соборе сила в присутствии Бога в этом соборе. Сила в том, чтобы совершалась в нем богоугодная и достойная жертва. И тогда с этой точки зрения та трагедия, которая произойдет, это повод не закричать, это по большому поводу это страшный пример. Он скорее показывает как это, вот эта страшная фраза из пророков и из Евангелия: «Се остается дом ваш пуст». Вот это гораздо ближе отсылает нас к этим строкам. Как-то так. «Отверг Господь жертвенник свой, отвратил сердце свое от святилища своего». Все-таки я бы хотел, чтобы мы вот это событие в таком каком-то сакральном ключе рассмотрели Ну, хорошо. для Киева. Потому что мы помним, как падали кресты, чернели кресты. Мы помним истории, когда срезали там активистский Фемин. Ну, в общем, это многие люди это помнят. Флаги рвались и так далее. И все видели какое-то дурное предзнаменование под этим. Разбитая, ну, скажем так, баня, ну, или как купол церкви, да, которая на асфальте лежит, которая там снесло ее. В общем, это, конечно, очень дурной знак, о котором нужно, в общем, поговорить, да. Войну украинцы сейчас рассматривают как, ну, испытание, да, что ли, испытание. Мы должны стоять, держаться. Многие после, кстати, ночного удара говорят: ну вот что, еще до сих пор кто-то хочет мира с Россией после того, как она отбомбила, да, там, прошлой ночью. И вот это сакральное имеет тут тоже свой подтекст. Как переделать вот этот нарратив, который поглотил умы украинцев, что вот, ну, очередь у ТЦК, конечно, не выстроилась после... Да, вот вопрос, где про очередь? Да. После этого обстрела. Наоборот, их там крошат как капусту, и уже менты попадают лопатами, под это дело. Да, лопатами. И менты попадают под это дело, говорят: а что ты тут ловишь, ты служил? Говорит: у нас есть УБД. В общем, гоняют их по Троещине. Но опять-таки, вот их гоняют, тут ночной удар, все как бы заканчивается, тревога, люди спускаются в подвалы, в метро, надувают себе постель двухспальную, надувную, то есть там ночуют. И кажется, что нет возможности обсудить мир и как выходить к примирению, к миру. К примирению, к миру можно будет выйти только тогда, когда русские люди вспомнят, кто такие, как они, в чем их имя, да, то есть кто такой русский человек и кто такие они. Никакого другого примирения и мира в этой войне невозможно. Эта война будет идти до капитуляции одной из сторон. Либо капитуляция украинства, либо капитуляция русского народа и России. Другого варианта здесь нет. Эта война
трагическое. Это воюет, по сути, ну, одурманенная часть одного народа против непосредственно другого народа. И никакими рациональными разговорами это, к сожалению, сейчас уже вы не обернете. Вы упомянули опять-таки про хотите ли вы мира. Ну, короткий ответ: украинцы, разумеется, не хотят никакого мира. Ну, это нормальное состояние. Они не хотят победы. Или они хотят справедливости. Агрессор должен быть наказан. Повторюсь, Александр, мы с вами множество раз обсуждали, что вообще призыв к миру — это лицемерный призыв. Потому что мы с вами много раз обсуждали, что самый быстрый и прямой путь к миру в любой войне через капитуляцию. Ну, сдайся. Вот тебе самый быстрый путь к миру. А если ты не хочешь сдаваться, значит, не мир для тебя является высшей ценностью, а нечто иное. Так и я здесь просто к тому, я здесь именно хочу подчеркнуть, что сам разговор и язык, вот этот дискурс о мире, он является манипулятивным. Я как бы не верю, прямо скажу, ни одному из публичных политиков, ни Трампу, ни там российским, ни украинским, которые говорят о мире. Простите, нет. Тот, кто хочет мира, он, ну вот если бы для человека мир был высшей ценностью, он просто сдастся и все. Ну, то есть вот это, ну, капитулируешь, и все, вот у тебя, пожалуйста, мир наступил. Это просто сегодня такая лживая риторическая формула, потому что как бы говорить о победе не принято, как бы говорить о вот как бы неудобно, поэтому мы все как бы... Это все строго по Писанию. Говорят мир, а мира нет. Ибо каждый из них от мала до велика лжет народу моему. Раз у нас сегодня эфир сакральный, вот вам, пожалуйста, тоже цитата из ветхозаветного пророка, идеально подходит ко всем нашим текущим новостной повестке. Все они врут. Поэтому, если говорить об украинском населении, то, повторюсь, эта война будет идти до тех пор, пока это украинское население не определится, что для них дороже. Умереть за Украину или жить как не антироссия. Вот это не получится. Понимаете, мы с вами много раз обсуждали, украинство и смерть в данном случае, ну, являются частями одного пакета. То есть, либо ты выбираешь жизнь, но тогда вот та Украина, которую строили и на алтарь которой этого, скажем так, языческой богини положены миллионы жизней, ну, это придется обесценивать, это придется обнулять. И мы много раз с вами говорили, что именно вот это фундаментально «я ж не лох». Мы же не можем признать, что мы там 20 или 30 лет занимались не тем. Мы зря, что ли, свою страну разрушили? Так, разумеется, никто признавать не будет, поэтому, скорее всего, более вероятно, что это будет идти, вот как нам обещали, к полигон так полигон и до останнего украинца. Вот уже мы видим движение к усилению ТЦКизации студентов, да, то есть мы видим, думаю, дойдет и до женской мобилизации и так далее и тому подобное. К сожалению, путей здесь нет. И любая подобная такая трагедия, повторюсь, понимаете, вот если, опять-таки, мы читаем ветхозаветных пророков, то центральный текст для любого, предположим даже, что ваш народ вы считаете полностью там страдает, и вот вы часть его. Но вот когда начинается выздоровление? У нас в книге Даниила есть очень четкая этому, как бы такая, маркер. Там есть знаменитый плач Даниила, который начинается со слов: «Согрешили мы, Господи». И дальше длинный список перечислений. То есть путь к выздоровлению идет с принятия на себя ответственности. Не «а нас за шо?», а «что такого я совершил?», «каким таким я был?», что мне такая трагедия оказалась, ну, скажем так, что я встретился с этой трагедией. То есть, когда мы встречаемся с трагедией, правильный вопрос не «а нас за шо?», а «для чего это мне дано?». То есть, как я должен изменить свой ум, как я должен измениться, что это мне открыло прежде всего обо мне. Как вы понимаете, на таком языке в современной Украине говорить никто не согласен. Вообще, об этом речи и не идет. Исключительная речь идет о том, кто виноват, что у нас не получается перемогать. Вот здесь у нас как бы переходящее красное знамя. То виноват Зеленский, то виноваты русские, то виновата русская церковь, то виноват Трамп, то виноват Макрон. Но кто-то всегда виноват. Сам проект войны с Россией до победного под сомнение не ставится. Однако, давайте все-таки, вы тоже как бы немножко бросаетесь в одну из крайностей. Ну вот, например, выходит Лукашенко недавно, в последнее его интервью, говорит, нет военного решения ни в израильско-иранском конфликте, ни в конфликте он в врет. Украине. Военного нет. Что я могу сказать?
Ну, почему? Ну, и давайте так, либо человек заблуждается, либо он врет. Тут два варианта. Я не знаю, не духовник Александра Григорьевича, то есть, ну, то есть, врет, как манипулирует. Украина российская, в этой войне есть военное решение. Вопрос о времени. Но оно точно тут есть. То есть Ну что? военная... Вы просто смотрите, есть капитуляция, понятие капитуляции, Да. исключительно военное, ну, такое техническое. Мгм. Это не означает, что там до Рейхстага, все там, застрелился или уехал в Аргентину лидер. Это дело такое. Но именно принятие условий, в общем, Да, поражение противника, все, капитуляция. да, Окей. да. Но политический аспект этого, вот меня интересует анкоридж, дух анкориджа, это капитуляция Украины или капитуляция России? Сегодня Лавров опять вспоминал про дух анкориджа, говорят, Виткофа и Зятькова ждут. Ну, как это, по секундчикам соскучились. Понимаете, с Россией все просто. Она год назад избрала, и российская элита, вот глупо, не глупо, избрала следующую стратегию работы с господином Трампом, развлекать его, лишь бы дитя танки и оружие не передавало. В принципе, с их точки зрения, пока эта стратегия работает. Это пиарное развлечение, опять-таки, несмотря на то, что это вызывает огромное эстетическое и нервное напряжение у российского населения, считается тем, чем можно пренебречь. Вот эта вся информационная составляющая. А с практической точки зрения, как это, главная ракета ПВО не давай и как бы танки со снарядами не поставляй. Да? И, в принципе, если для этого надо там раз в полгода встречать Зятькова, как это, Зятька и Витька и кормить их в метрополии посекундчиками, ну, господи, ну, как это, ну, покормим и так далее. Серьезно, в России никто не надеется на дипломатическое разрешение этого конфликта. Это просто риторическая формула, которую все произносят. Решение конфликта будет военным. И, собственно, то, что на День России вы видели Путина в военной форме, опять-таки, ну, не военной, опять с солдатами, то есть, как бы Путин ушел в тень, вернулся, как бы, в образе военного деятеля, то есть, подает довольно четкий сигнал, как Россия видит завершение этого конфликта. Опять-таки, насколько это получится, это другой вопрос. Но если вам говорить об их намерении, то я полагаю, то намерение военным путем решить конституционные вопросы Российской Федерации, потом военным... Опять-таки, я вам помню, полгода где-то рассказывал про логику войны, опять-таки, у Российской Федерации. Нравится вам это или нет. Она исходит из того, что нужно разгромить армию противника, нанести критическое поражение армии противника, а потом быстро выполнить свои политические задачи. Но это вот такая традиция российского генерального штаба. Они исходят из того, что до 2030 года они сломят украинскую армию, соответственно, ВСУ, как в том виде, в котором они есть, и после чего выполнят все требования, которые, вот заметьте, не изменились. Вот сколько бы мы с вами их не обсуждали, они не изменились. Это называется, что июньский, пока на данный момент, это вот 24 год, речь Путина на коллегии МИД, можно также называть Истамбул плюс, то есть это конституционные территории Российской Федерации согласно Российской Конституции, плюс политические и международные, скажем так, обязательства, которые были согласованы еще в Стамбуле в 2022 году. Это, конечно, разумеется, по сути является капитуляцией того проекта украинского государства, как оно, собственно, строилось. Но объективно это является военным поражением, пресловутая демилитаризация, то есть очень жесткие ограничения на количество и состав вооружений. Но денацификация, как я понимаю, это разные, скажем так, изменения внутри, в том числе украинского законодательства, которые, ну, по сути, сделают невозможным повторение, ну, в том виде украинской государственности, которая она есть сейчас. Понятно, что на такое Украина не пойдет, поэтому возвращаемся на поле боя, где этот конфликт и будет разрешен. Почему, на ваш взгляд, Трамп не игрок в Украине? Ну, если он Биби заставить не может, и Зеленского заставить не может, ну, что он может сделать? Ну, все говорят, что у него есть инструменты. Ну, кто говорит? Ну, все говорят, но они у него есть? Ну, видимо, нет. И коррупционные дела всплывают, когда нужно. И что? И, в общем-то,
Там прикрывают, смотрите. могут прикрыть спутники, Россия с корейцами возвращает Курскую область. Но мы много прошли за эту войну, мы многое что Ну, видели. во-первых, не из-за спутников Россия вернулась. Давайте не будем приписывать это все. Нет, Россия вернулась в Курскую область, потому что, ну, была безумная, с одной стороны, авантюра, с другой стороны, ну, все-таки не обесценивайте, скажем так, ни украинскую армию, ни русскую армию в этом моменте. И без ваших спутников. Это две на данный момент сильнейшие сухопутные армии, которые способны наносить друг другу большие повреждения. Вот. Если говорить о господине Трампе, то мы с вами много обсуждали. Господин Трамп собственную администрацию толком не контролирует. Повторюсь, он господина Биби не контролирует. А Рубио ботинки носит на 2 размера Ну вот, больше. да, замечательно. Ботинки он носит, только как это... Сказал сторона конфликта, значит, сказал сторона конфликта. Нет, просто нужно принять, что господин Трамп, вот у него говорят как о великом авторе сделок, ну, на самом деле, у него единственная ситуация, когда он делает сделки, когда у него там человек, который не обладает против него никаким суверенитетом. А мы с вами много раз обсуждали, что господин Зеленский и Украина обладает негативным суверенитетом. Да, вы не можете заставить ее жить, но вы точно так же не можете заставить ее не умирать. Вот, условно говоря, смысл в том, что Украина может сказать «нет» на любое предложение от господина Трампа. И ничего вы с этим не сделаете. И более того, проблема в том, мы с вами много раз это говорили, что, разумеется, с точки зрения американской администрации, у них претензии к лично господину Зеленскому есть. Но свою, скажем так, Украину как антироссию, как таран против России, они не собираются, условно говоря, отказываться от этого прекрасного инструмента. И поэтому вот они находятся в очень таком, как вам объяснить, ну, человек, двоящийся в мыслях, не уверен в путях своих. Вот и они не уверены в путях своих. Поэтому на данный момент ситуация всех устраивает. То есть оно все идет вот с той скоростью, которая идет. Да? То есть можно периодически устраивать огромные медиаверсии, фронт потихоньку двигается. Вы поймите правильно, даже если Россия займет все свои конституционные территории, при этом Украина пока еще не потеряет полностью армию, эта война будет еще продолжаться какое-то время. Трамп будет говорить о мире, все будут говорить о мире. Пока, там, условно говоря, не будет риска реального там, полного коллапса, Украина ни о какой, простите, серьезных переговорах не задумается. А, условно говоря, даже мы понимаем, что потеря 4 регионов не является таким фактором для господина Зеленского, тем более то, что он глубоко убежден, что это будет еще давно и не скоро. Вот в этих условиях он все время нормально петляет, понимаете? Если бы переговоры шли, когда переговоры это сложно провести, когда у вас 2 стороны, а тут у вас как минимум 5 сторон. Ну, то есть Трамп с биполярочкой, Россия, Украина, еще и Европа. Ну, то есть вот и согласовать все эти позиции не является возможным. Мы с вами начали вот про Иран, Ливан, Израиль и Америку. Мы видим, то даже в этом уравнении, а там почему ничего устойчивого, никакой устойчивой конструкции быть не может? Ну, потому что даже если, предположим, магическим образом Трамп лично может договориться там с каким-то Ираном, хотя, опять-таки, даже это маловероятно, то Биби, вот, например, он заставить не может. Точно так же Трамп, условно говоря, об Украине может с Россией договариваться о чем угодно. Есть один маленький нюанс. Господин Зеленский с ним ни о чем об этом не договаривался. Вот этот дурной театр, дурной спектакль и продолжается, зрителями которого мы являемся. Ну, на Г7 мы же видим, какие... Мерц даже говорит, окно возможностей дипломатии. Макрон тоже, конечно. будем просить, чтобы Трамп вернулся. Может ли Трамп по итогам вот этого Г7, этой встречи, переметнуться назад в компанию хороших, старых, добрых, знакомых европейцев? А он никуда из нее не уходил. Нет, смотрите, тут тонкий момент. Он же никуда из нее не уходил. Опять-таки, что переметнуться? Он что, союзником России стал? Нет. Господин Трамп просто занял его любимую позицию в идеале получать деньги ото всех. Вот он ровно в этой позиции и останется. Он, разумеется, с удовольствием продаст какие-то там по супердорогой цене вооружения вот этим, скажем так, большой европейской тройке. Но то, что у него есть, потому что на практике-то оружие оказалось гораздо меньше, чем хотелось бы, особенно после Ирана. Там еще годами восстанавливать ракетный, скажем так, баланс, который был потрачен во время этой войны, и по-хорошему готовиться к осеннему раунду, как мы с вами говорили ранее. Поэтому то, что может делать, то делает. Условно говоря, надежды, что Трамп когда-нибудь отключит Starlink, нет, не отключит. То есть вот эта дроновая часть будет. То есть да, быстрее при помощи заговорили о спутниках «Рассвет» и программе российской,
Что она, Ну, мол, конечно. заработает, чем Starlink Ну, подключится. ну да, то есть будет установлен некий паритет. Но смысл в том, что, разумеется, господин Трамп не обладает достаточным авторитетом даже внутри американского, собственно, структуры, чтобы пролоббировать это решение. То есть оно что делалось, то и будет делаться. То есть единственное, что будет, это самое, повторюсь, мерзкое в этой истории, потому что нас как зрителей, к сожалению, это точно, ну, не с ума сводит, но это очень сильно мешает просто жить. Это все происходит под постоянным разговором о мире, о переговорах, и это сводит с ума. Я прекрасно понимаю вашего несчастного зрителя, который слушает все эти новости. Все говорят о мире, повторюсь, вообще все, но мир все дальше и дальше с каждым днем. К сожалению, это было не первый раз, повторюсь, ровно об этом пишет Священное Писание. Говорят мир миру, а мира нет, потому что все от мала до велика лгут народу моему. Никто не говорит правды. Потому что, конечно, правда у всех заключается. Мы все за мир, но за чужой счет. То есть, Хорошо. разумеется, Почему этот все... мир не может быть за счет, ну, условно, отчасти российской стороне? Я сейчас поясню, что я имею в виду. Я имею в виду вот эти вот призывы. Зовет же каждый раз этот Зеленский, говорит, Путин, давай встречаться, Путин, давай встретимся. В Москве, пожалуйста. Даже на G7 его позвал, говорит, приезжай. Пожалуйста. Нет, мы позвали... Никита, Стас, Нюша, Микелкин. Да, и кто такой Макрон? Простите, это неинтересно. Макрона и прочих европейцев Россия вообще не считает. Вот этот визит послов был, их, ну, простите, на дипломатическом языке это называется послали. Нет, Россия, в принципе, не считает Европу субъектом. И если с Америкой они еще готовы Америку развлекать, то европейцев Россия развлекать вообще не собирается. Ничего за счет России не будет. Все жесты доброй воли сделаны. Хотите переговоры? Если Зеленский очень хочет поговорить с Путиным, лично пусть летит в Москву. Пусть летит в Москву. Его там тоже ждут. Интересен такой интеллектуальный аспект вот этой войны и вообще поведения Зеленского. Вы знаете, ну, я думаю, ну, вы знаете, вы точно, как бы, особенно в плоскости политической философии, где-то, по-моему, года 3-4 назад, вот где-то так, была какая-то вот, ну, плохо проверяемая информация о том, что есть, ну, какие-то там государства, крупные, большие, мощные, может быть, даже ядерные, может быть, или просто мощные, экономически. У них там в их правительстве, в доме с правительством, не просто люди ходят и чиновники бумажки перекладывают, а где-то там есть какой-то этаж с суперкомпьютером. И ты туда набрасываешь какие-то там варианты, и он тебе выдает нечто. Время прошло, как мы понимаем, суперкомпьютеры и нечто подобное есть у каждого в телефоне, все там пользуются, ну, и зачастую массово, конечно, то пользовались поисковиком, да, а сейчас плюс как бы усовершенствованным по поисковиком, каким-нибудь искусственным интеллектом. Неважно какого производства, но тем не менее. Но сейчас, судя по тем действиям, которые Украина предпринимает, перебивая дронами, отправляя там сухопутный коридор в Крым. Вот сегодня опять героически сожгли еще одну цистерну бензиновую. То есть, насколько я понимаю, да, ну, я предполагаю, мне сложно сказать, что это может быть некий искусственный интеллект, ну, плюс они сами с искусственным интеллектом, эти дроны. И ты туда закладываешь, типа, как победить, условно, там, что надо сделать. Ну, и, соответственно, это машина, дурмашина, говорит, значит, надо наносить вот такое, 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 стремиться к этому, плюс давайте баллистику, плюс давайте какие-то ракеты, плюс вот это вот. И такое ощущение, это очень, кстати, важный вопрос, что Зеленский, вот все говорят, вот он кукла, играет под дудку каких-то европейцев, каких-то, ну, кто платит, тот заказывает музыку, а может он вообще под другую дудку играет? Абсолютно некомпетентный человек. Это вот условно, как, например, там, почистить какие-нибудь форсунки в каком-нибудь там «Жигуле». Ну вот кому поди, расскажи, как это сделать. Ну понятно, что все полезут в интернет и начнут смотреть, как, что, зачем. И вот так примерно и воюет Зеленский. Не находите вы здесь определенные параллели? А если он воюет так, под диктовку искусственного интеллекта и управляет страной и положением под диктовку вот этого, то... Куда это все ведет?
Ох, Александр, это вы, конечно, загнули. Это я даже не ожидал. Я тоже думаю, нет, Зеленский, конечно, воюет под диктовку, только не искусственного интеллекта, а вполне себе нормального, какого-нибудь демонического. Скажем, мы же знаем про госпожу Феншуй и прочие ее события. Мы прекрасно знаем, у каких духов консультируется господин Зеленский и вся его, скажем так, и все его окружение. Не нужен искусственный интеллект, когда есть госпожа Феншуй. Да, то есть, ну, нормальные язычники, нормальные демонопоклонники. То есть господин Зеленский точно является как бы одержимым в этих вопросах, только просто вы абсолютно правы, все почему-то ищут таких вот физических кукловодов, когда есть гораздо более мощные кукловоды вполне духовного, так сказать, свойства. А если мы говорим уже о искусственном интеллекте, то к нему же отношение как к магии, да? То есть это вот такое магическое тоже отношение, что вот мы сейчас, как это, людей нет, вместо нас роботы воевать будут. То есть работорговля ломается, мы сейчас, там, повторюсь, роботами в наступление пойдем. Или Робототорговля, да. роботами, робототорговля, войну дронами выиграем и так далее и тому подобное. Ну вот подобного рода истории, они очень хорошо отражают это общее состояние. С искусственным интеллектом на этом месяце были гораздо более важные события. Это, скажем так, мы однозначно вот тоже поняли, что этот инструмент не будет нейтральным, да, то есть мы понимаем то, что у каждой большой страны будет свой искусственный интеллект, и когда его сравнивают с ядерным оружием, это действительно не преувеличение на длинной дистанции, и поэтому, ну, можно будет ожидать применений подобных ядерному оружию, применения оружия искусственного интеллекта по той или иной общности, и после чего какое-то подобие договора о нераспространении с очень жестким контролем. Я что имею в виду? То есть вот это на прошлой неделе нам закрыли свежую версию Клода, да? Почему? Потому что оказалось, что эта машина способна, если кратко, ломать операционные системы внутренние, в том числе и того, что ломать она не должна была, как обещали. Ну, например, внутреннюю базу данных ЦРУ. И вы понимаете, что для любого современного государства, которое построено на тайне допуске к информации, машина в руках любого Васи, который может случайно взломать базу данных, да, оно, мягко говоря, любого спецслужбы и слить все домашнее видео господина Макрона, вряд ли не то, что они могут пережить. Поэтому вот здесь это событие большое важно. То есть главный вызов искусственного интеллекта не в том, что там господин Зеленский им дрон рисует, это вообще гораздо меньше, а в том, что сейчас искусственный интеллект достигает состояния, в котором он может поставить под сомнение вообще режим современного государства как эзотерической конструкции, то есть конструкции, в котором все стоит на доступе к секретным знаниям, да, разного уровня порядка. И вот короткий ответ: скорее серваки в Гренландии или в каких-то других местах, где их строят, сгорят в результате аварий или прямых бомбардировок, чем современное государство лишится доступа к секретности. Поэтому ждем, когда вот это время нашего радостного использования искусственного интеллекта будет, в общем, ограниченным. Мы, как пользователи, им будут скорее. Но тут просто интересно, начинается большая философская проблема об истине, о критериях истине, о вере, о доверии и прочем. Тут интересно. Вот это действительно интересная тема. Был бы рад обсудить. Да, давайте обсудим, потому что я, если честно, не совсем понимаю. Есть понятие государственной тайны, это специальные данные, которым доступ имеет только определенный круг лиц, есть там разные уровни этой секретности. Но по большому-то счету, ну вот так, давайте, мы, понятно, все завязано у нас на войне, противостоянии. Ну вот, кому интересны секреты Словении, например, в глобальном геополитическом масштабе? Ведь современное общество... Дело не в геополитике. Нет, смотрите, дело в Александр. геополитике. Почему? Я сейчас объясню. Вот сегодня нам что говорят? Урсула выходит и говорит: Украинушка, родненькая, открываем первый кластер. В прессе пишут: слушайте, Украина, ну 5-15 лет вы будете как бы с нами, но не будете принимать никаких решений. Тут же идет очень интересный момент, да, то есть вот это вот тайна, вот вы говорите, государство, которое построено на какой-то тайне. Но если посмотреть на разные государства, ну какие тут тайны? Нет никаких Очень тайн. простые.
Нет, очень тайны простые, повторюсь. Если, понимаете, если вот даже взяли Словению, это, конечно, никого не волнует, как вы выразились, но если какой-нибудь славянский слесарь при помощи Клода, задав ему 3 промпта, получает условно доступ ко всем банковским данным словецкого президента, поверьте, или премьер-министра, это будет очень сильно волновать славянского. А если там еще будут начать все всплывать, кто, кому, где, чего, когда занял, должен, Мгм. законно, незаконно, и повторюсь, то, что это доступно любому слесарю, а более того, на любого слесаря, другому любому слесарю доступна будет информация, на какие сайты, куда он ходит, кто где, как, кому он изменяет и прочие вещи, то вся ваша конструкция современного государственного покоя ломается и летит в тартарары. Ну, Вот в слушайте, у чем нас, тезис. вот опять-таки, если, помните, мы с вами шутили не так давно, все М, будет Украина, да? Ну, то есть, Да. вообще, в принципе. Ну, смотрите, ну вот, пожалуйста, Украина. Ну, воруют. Да, ну там все данные, фэн-шуй опять-таки. Ну вот есть любой слесарь в Ну, Украине, это может посчитать мало-мало. количество миллионов, может посмотреть все. Кто-то там с кем-то, кто-то какой-то ориентации, Нет. хорошей или плохой. Ну и все доступно, и все знают, но тем не менее никаких решений не Нет, Александр. принимается. Вот дело не в решениях. Дело в том, то, что, во-первых, не так уж и доступно, и, во-вторых, далеко не все знают. То есть вот вызов от Клода, он гораздо больше. Пока то, что просачивается, это такая пена, и это еще контролируемо. Да? То есть каждый такой скандал можно медийно обыграть. Да? Кроме того, у вас гораздо больше способности, ну, скажем так, построить себе зону неверия, ну, и как бы это все ограничено. Да? Мы можем делать вид, что все это не важно. Развитие искусственного интеллекта, если оно идет такими же темпами, как оно идет сейчас, как показывает Клод, может привести к тому, то, что вы, условно говоря, в обществе, в котором, в принципе, нет критерия истины, да, у вас эта вся информация вывалится наружу. И вы, в принципе, эту лавину не остановите. То есть, повторюсь, более того, ну, вот, наверное, да, вот все будет Украина, коллективный пример. Только теперь представьте Днепропетровский колл-центр в каждой квартире. И все друг друга обманывают. Ну, в общем, все всем при помощи искусственного интеллекта пытаются сделать то, что, так сказать, Днепропетровский колл-центр делает там с какими-нибудь чувашскими пенсионерками, да? Вот представьте теперь, что это будет происходить по всем уровням. То есть, и это фундаментальная, повторюсь, философская проблема. Современное государство принципиально построено на институте, на запрете вместо доверия. Оно принципиально последние 400 лет строилось для того, чтобы никому не нужно было никому доверять. Потому что доверие штука страшная. Она веры требует. Что с точки зрения современного государства является просто караул и харам. Но проблема в том, то, что в современных условиях не будет технического решения от вот этого технического вызова. Но другими словами, вы своими протоколами истины через искусственный интеллект никаким образом от волны фейков не защитите. Ну, условно говоря, сегодня вы, Александр, печатая своими руками, можете очень легко сделать 15 разной степени правдоподобности видео, в которых в одном смысле Зеленский лично поджигает Успенский собор, в другом месте другой российский политик поджигает это, в третьем месте Макрон, в другом месте Трамп и вообще прочее. Вопрос, какому из видео поверит ваш слушатель? То есть, если раньше можно было сказать видео критерии истины, вот мы здесь сняли на камеру, и оно так было. Все, это время закончилось, да? И вот этот вопрос, который То есть, так современное государство еще даже думать не начало. То есть, вопрос, на самом деле, гораздо более фундаментальный. Он именно, повторюсь, о том, как вообще, на основе чего может современный человек доверять другому человеку и доверять другому институту. Но это, повторюсь, вопрос глубокий. Это то, что в ближайшие годы, как это шутят, что философы снова становятся востребованной профессией. Вот это пример такого вопроса. Как в мире искусственного интеллекта, что может быть критерием истины? Но для государства искусственный интеллект сегодня это однозначно вызов безопасности. Ну и на первом этапе мы просто думаем, что условно у китайцев будет свой искусственный интеллект, у американцев свой, у европейцев свой, у русских свой. Вот это то, что у нас будет единый для всех, и каждый может самим им пользоваться, абсолютно не работает. Потому что в конечном итоге принципиальный вопрос вот о значении, да, то есть искусственный интеллект дает себе информацию, но как он понимает, что эта информация значит?
Вот это здесь наступает роль субъекта. И здесь находится власть. То есть это становится вопросом о власти. Как только это становится вопросом о власти, приходит государство необходимо с насилием и все, что у нас происходит. Вот это интересно. То есть нам выпало жить, правда, в очень интересную эпоху. Вызов вот этого, наверное, вот проблема удержания режима сокрытости во всех смыслах, да, это, наверное, самый большой вызов, который встает перед государством модерна, ну, за последние, там, его так лет 200 так капитально точно. Слушайте, ну, тут же есть, как это ваше выражение, вы очень часто его, М. предельная цена, да, то есть Да. предельная цена, Мгм. которая там готов Мгм. гражданин или там человек, представитель народа, политической нации, отдать за вот и искусственный интеллект на войне нам показал пока что в формате полигона Украины, Мгм. Мгм. ну и, кстати, в Иране тоже, да, жуткие трагедии, за которые как бы никто, ну, Абсолютно. особенно не отвечает. Аля. Более того, да, непонятно, кто несет ответственность в этих историях. Вот слесарь Вася взломал при помощи искусственного интеллекта, там, запустил концепцию, в результате которой где-то бунт произошел и массовый психоз. Кто несет ответственность, Вася или искусственный интеллект? Тоже философский вопрос. Но, по-честному, этот вопрос вообще никого не волнует. То есть, на самом деле, вся ценность искусственного интеллекта сейчас, что он возвращает нас к философским вопросам. Потому что показал искусственный интеллект на войне? Ну, то, что по-хорошему, это все, как это, сопутствующий ущерб. Ну, условно говоря, для господинов из Силиконовой долины эти иранские девочки, это, господи, какая разница? Ну, это просто строчки в Excel-таблице и так далее. Вот это происходит, да. Но это этический вопрос. Кого мы вообще считаем людьми? Кому мы доверяем? За кого мы готовы платить предельную цену? За кого я готов платить предельную цену? Вот это все действительно важные вопросы. И благодаря искусственному интеллекту они станут для нас всех гораздо более актуальными и близкими, чем так казалось еще недавно. Павел, я так это зашил в тему искусственного интеллекта, но на самом деле все ведь предельно и видно, Мгм. да, как последние 1,5 недели так точно разгоняют тему страданий Крыма, крымчан, отсутствие бензина, талоны, и ну, это все преподносится Мгм. как какая-то победа. Сегодня есть Победа. продвижение в Мгм. Донецкой области, Константиновка, понятно, там бои и там клещи, в направлении Славянска, эвакуация, Харьковская область, Сумская область. То есть мы перетоптались в этом Мгм. информационном гвалте. Мы действительно имеем большую как бы проблему, имеется в виду, ну, то есть гуманитарного характера, когда бензин по талонам, QR-кодам, люди не могут уехать. Это реальная история, то есть это не Мгм. выдумка. Но на фронт, вот тот, который, казалось бы, должен был Мгм. остановиться, но это повлияло очень и очень ограниченно. Мгм. Что вы думаете по поводу Крыма и его сакральности вот в этой войне? Я имею в виду и атак, и готовящихся там, ну, разных разговорах. Несколько источников говорят, что вот побомбят, это все для того, чтобы отрезать, блокада и десант какой-нибудь высадить, и, в общем, пойти контрнаступлением на Крым. Как вы оцените вот эту историю, потому что тут же очень, очень все личное и для Путина тоже. Зеленский с плохо скрываемой радостью, с табличками рейтинга Путина 55. Который сам нарисовал, сам порадовался. Почему? Может, какой-нибудь искусственный интеллект нарисовал? Чего вы так сразу? Да-да-да-да. Причем самое интересное, что если сложить рейтинги Макрона, Мерца, Стармера, то в принципе получится чуть-чуть даже меньше, как бы у Путина в России. А если рейтинг Зеленского, ну его реально никто не оценивал Ну, по-настоящему. Так вот, самый лучший рейтинг. это же лично, ну вот как бы удар по Путину, это удары по Крыму. А, Что скажете по поводу его судьбе? Ну, смотрите, я не являюсь военным экспертом, повторюсь, это прям, ну, достаточно важно для меня. И здесь принципиальный момент следующий. Я из того, что я наблюдаю, читаю по открытым источникам, вижу просто разрыв медийной картинки и, собственно, тяжелой, медленной военной реальности на поле боя.
То есть, во-первых, тут очень важный момент. Заметьте что вот это какому богу служишь, то есть lex orandi, lex credendi. Как молишься, так и веришь, да, то есть вот условно молитесь мельникам и прочим людоедам и ведете себя как людоеды. Ну, то есть буквально в смысле радуемся страданиям людей. То есть цель действие вызвать страдания людей. При этом одновременно мы говорим о нас за что и какие мы все тут невинно пострадавшие. Но, повторюсь, это вот однозначно идентично просто всей истории, которая происходит вокруг Лавры, да, то есть это именно вот, то есть когда монахов из Лавры изгоняют годами, то есть глумиться над мощами, то есть продавать их, если надо, на аукционах, выгонять монахов из обители, проводить в монастырском храме кулинарные шоу и военно-политконференции, это святыню никак не оскверняло, это вообще все правильно, это все хорошо. А вот теперь мы прям, когда наша просроченная ракета ППО попадает в это самое здание, вот тут, конечно, да, это катастрофа, за которую виноват лично. Ну вот, какой бог, такое, соответственно, и поведение. То же самое с Крымом. Разумеется, да, для, скажем так, членов религии украинства страдания крымчан — это, можно сказать, драгоценная такая священная манна, которая вот они, скажем так, просто радуются, питаются и кормятся. Но при этом понятно, что ресурсы-то их ограничены. Если мы посмотрим на реальные события на фронте, мы видим, что с каждым годом военные возможности Украины для реальных наступлений, сокращаются. Если в 2024 году была возможна авантюра в Курской области, в 2025 мы видели пределом была локальная контратака в Купянске, которая тоже уже закончилась и выдохлась. Сейчас говорить о какой-то масштабной десантной операции в Крым, из которого они там, скажем, можно только в интернете. Нет, понимаете, при помощи, опять-таки, искусственного интеллекта и базы данных компьютерных игр можно такую виртуальную перемогу нарисовать, что это прямо будет великое событие. И, собственно, на это делается ставка. Как я понимаю, основная стратегия, она, в принципе, не меняется. На любую реальную военную трудность на фронте, такую, как, например, с точки зрения Украины, падение Константиновки — это поражение. Правильно? Мы ответим виртуальной перемогой. То есть, падает Константиновка, но, смотрите, у крымчан, скажем, бензин по талонам. В этой этической системе эти события должны уравновесить, сбалансировать друг друга. Примерно так я это вижу, примерно так оно работает. В реальности, разумеется, я буду крайне удивлен, это действительно должны какие-то сойти звезды, если Крыму есть какая-то реальная военная, именно военная прямая угроза. Повторюсь, если бы была возможность, это очень простая логика, если бы, Александр, если бы у Украины были возможности это сделать, то она бы это, наверное, сделала, когда у нее этих возможностей было сильно больше. Допустим, в 2023 году военные возможности Украины были несравнимы с теми возможностями, которые есть сейчас. И тем не менее не получилось в 2023. Сейчас, да. Она бьет ключом и по голове. Реальность. Нам же рассказывали полгода где-то, что кадры с бусификацией это снимают где-то там на оккупированной территории. Да. Луганск фильм, Мосфильм, вот это все. То есть, а почему там, на неподконтрольной Киеву территории? Потому что они же по-украински могут говорить. То есть там без акцента, без всяких моментов. То есть поэтому вот это все снято там. Сейчас мы видим вообще другая история. Сейчас вводится определенная реформа этой армии, там зарплаты под что-то. Правда, там очень много таких шулерских моментов. Тут даже не вопрос, не с политическим философом это обсуждать на самом деле. В общем, обман, да, то есть обман. Контракт, там человек, который служит с 22 года, он не уйдет, он должен подписывать новый контракт, оставаться дальше. Чтобы получать эти деньги, надо быть на передовой. Передовая считается по дням. Вроде как куш крупный, но сколько ты там проживешь? В общем, такие моменты. А в отпуск, а не в отпуск. А как оценивать? Это такие моменты. Но люди-то пришли к тому, что собираются и дают настоящий отпор. Не виртуальной лопатой, а деды хватают и гоняют ТЦКшников. Молодняк, школьник едет на самокате, останавливается вокруг этой толпы, которая собралась в спальном районе Киева, берет камень и бросает в полицейского. А полицейские оправдываются.
Так у нас мы же вроде как тоже, ну, война же, а что ж, и бояться этот народ. Это ведь столкновение с реальностью, понимаете? И можно долго это говорить. Как Да, эту... это, Давайте, вот я хочу это конструктив, совет от вас, или какой-то взгляд, да, хорошо. видение. Совет. Как, ну, совет тут сложно сказать, как людям, находящимся в этом, это абсолютно, с точки зрения государства, политики, это абсолютно, ну, деструктивная история. Ну, когда ты кидаешь камнем в своего полицейского, да, там, бьешь Мгм. там своего человека в военной форме, но с точки зрения освобождения этих людей, вот как из вот такого протеста, который уже не так и локален, может как бы измениться страна и государство? Страна измениться не может, но какие-то отдельные регионы, ну, то есть, понимаете, каждый будет, то есть, какое-то время через эту самоорганизацию будет можно выиграть время для себя и своих близких людей. Мы много раз с вами говорили о том, то, что как раз вот это единственное столкновение с реальностью, которое является жестким ограничителем этой системы. Поэтому в том числе вот этот рассказ медиа-истории, создание медиа-картинки является способом магического заклинания. Ну, то есть вы, главное, не на ЦЦКшников внимание обращайте, а радуйтесь, как наша ракета панораму сожгла в Севастополе. То есть это что тоже те же, и причем те же самые люди, которые будут радоваться налету на Севастополь, сожженной панорамме, будут заламывать руки при атаке по студии в Дадженко, скромно умалчивая, что там разместился полигон по производству беспилотников. Да? То есть опять вот это медийная история. Проблема в другом. Проблема в том, что здесь я пессимистичен, что на длинной дистанции, если встанет вопрос между выживанием секты имени госпожи Феншу и Мавки, то и это будет критический вопрос, ну просто ТЦКшники будут ездить с пулеметами, и в людей с лопатами будет происходить стрельба. Но это будет не сразу. То есть это наступит тогда, когда все самоорганизуются, да, условно. То есть пока, я думаю, будет происходить больше естественный отбор. То есть, условно, у вас будет карта. То есть в этих районах ТЦКшников бьют лопатами, поэтому они туда не ходят. И будут они ловить своих рабов в тех районах, где их с лопатами не бьют. Пока так. Мгм. Значит, друзья, новость, один философский вопрос, и переходим к вашим вопросам. Значит, начнем с новости, да, хотя там логичнее вопрос философский, но тем не менее. Это же, понимаете, как нам пудрят мозги. Выходит Зеленский из Кишинева на фоне самолетика записывает Мгм. обращение к нации Мгм. и говорит, Мгм. значит, а он же там день рождения у Трампа, он поговорил с Вчера Зеленским, был. ну, с Да. Зеленским Он вчера со всеми поговорил, да. и с Путиным поговорил. И там же все обсуждают сейчас, а как они поговорили. А вот сегодня поговорил с Путиным, всплыл дух Анкориджа, а с Зеленским поговорил, а вот мы видим, да, там Лавра, началась вот эта вся как бы движуха, он собирается встречаться, хотя в планах двухсторонней встречи нет на Г7. Так вот, выходит Зеленский и говорит, я предложил Трампу встречу с Путиным, Трамп, Путин, Зеленский, в США. И, Мгм. мол, так Путину будет сложнее отказаться. Правда, он Мгм. не говорит, как отреагировал Трамп, и мы ничего об этом не знаем. Мы вообще после такой сенсационного такого предложения прошли уже сутки условно, мы как бы не знаем ничего о том, что, Трамп бы хотя бы должен прийти и сказать, Путин, приезжай ко мне, с Зеленским посидим. Как вы думаете, это очередная пыль в глаза? Или все-таки, вот я не могу понять, вот мы Крым обсуждали. Хорошо, а зачем вот текущему режиму, текущему государству, текущему положению дел в стране Крым? Что они будут с ним делать? Точно так же и здесь. А зачем вот эта встреча? Ну, встретятся, сядут, посидят, что войну закончат? Нет, ну, личная встреча с господином Путиным является идеей фиксом господина Зеленского. Ну, вы понимаете, он с этой идеей носится последние 2 года. Это же... Тут можете с Константином Бондаренком просто еще раз пообщаться про вот это импринтное событие из жизни господина Зеленского, конкурс капитанов в КВН. Вот он очень хочет устроить конкурс капитанов в КВН с господином Путиным, обложить его матом, наорать, может быть, публично плюнуть. Ну, вот что-то вот такого. То есть устроить эпическую пиар-историю и вот выиграть этим себе, не знаю, может быть, еще год славы.
прекрасная, точно попадет снова на все мировые обложки. Вот, собственно, ради этого все и заводится. Если господину Трампу хватит ума не упоминать об этом событии в разговорах с господином Путиным, глядишь, больше вероятностей, что что Зятька и Витька снова примут на посекунчике. То есть, если ему не хватит ума, и он станет серьезно эту идею лоббировать, ну, значит, посекунчиков будет меньше. Ну, что я вам сказать? Ну, это, понимаете, это уже, знаете, бывает безумие, да, то есть, безумие очень интересная вещь, даже бессистемное безумие, я уточню. Вот бессистемное безумие вещь очень интересная, и она бывает. Но я не представляю себе российского президента, соглашающегося хоть на какую-то встречу с Зеленским, кроме как в Москве, кроме как с целью подписания капитуляции. Во-первых, потому что мы не забываем о том, что с точки зрения господина Путина Зеленский не является легитимным президентом. Правда, он как бы с точки зрения уже всего, по-моему, не является, но это как бы никого не смущает, все продолжают делать вид, что все нормально. Вот. И поэтому нет, здесь российская сторона свою позицию обозначила однозначно. Ну и позиция господина Зеленского однозначно. Он готов вот эту тему хоть чучелком, хоть тушкой, как вот из анекдота, цыганить и выклянчивать во всех, так сказать, встречах, которые ему удаются. Ну, кроме того, опять-таки, смотрите, пиар-история. Пока он говорит о возможной встрече с Путиным, он может рассказывать о том, я за мир. Вот только вот встречи с Путиным не хватает, а так я за мир. Вот и все. Поэтому это очень всем, это выгодно с его политтехнологической точки зрения. Извините, это так в качестве гипотезы циничной такой. А может, он просто жив, пока он говорит о встрече с Путиным? С чьей точки зрения? Не знаю. Нет, жив он пока у власти, он как бы пока война идет, и Нет, смотрите, он жив. Как там, например, ничего же не может, как бы, как это будет выглядеть? Он ходил, встретиться хотел, а тут там что-то прилетело, и вот все. Как это? Нет. Господин, нет, я не думаю. Это... Повторюсь, вопрос о жизни господина Зеленского мы с вами уже года 4 обсуждаем, неизбежность его, как бы неразрывную связь его личной судьбы и войны, да, то есть как только, скажем так, этот конфликт достигает паузы, самолет господина Сикорского начинает лететь над Гибралтаром, только понятно, что не господин Сикорский, а господин Зеленский. Такую чернуху специально я взбросил перед тем, как задать вам вопрос философский. Мой, да, сейчас и потом перейдем к вопросам зрителей. Правда ли, что в темные времена гораздо ярче и лучше видно светлых людей? Если правда, то что это нам дает? Разумеется, правда, ибо свет и во тьме светит, а тьма не овладела их. То есть это, к сожалению, темные времена. Вот мы буквально в эти выходные праздновали день собор всех русских святых, и там есть такие строчки, дословно собор всех святых в земле российской просиявшей, да, и вот эти люди, их жития дают вам память, возможность менять свою жизнь, смотря на них, они подают нам пример, как даже в самое тяжелое время можно... то есть даже в это тяжелое время человек может преобразиться и достигнуть таких высот подвигов, такого высот героизма, на фоне которого, все остальное событие становится просто мелким и незначительным. Тут же вопрос, что остается, да? Через 50 лет уже никто не будет помнить ни про Зеленского, ни про Трампа, ни про Путина, ни прочее. Все это закончится, все это смоется. А я глубоко уверен, что останется имена, допустим, война 12 года. Кто тогда знал про Серафима Саровского, который в своей сельской глуше молился на камне, в том числе за русский народ и за русское оружие. Сейчас прошло времени, гораздо меньше людей знает про Барклая де Толли, про Наполеона, про Александра Первого, даже про Кутузова. Про Серафима Саровского знает гораздо больше. Еще через 200 лет пропорция будет еще больше в эту же самую сторону. Вот эти люди в такие времена дают нам огромный пример. Я глубоко убежден, что и сегодня эти святые есть, и в земле украинской, скажем, на этой земле многострадальные эти люди есть. Просто мы пока не знаем их имен, но все тайное станет явным. Поэтому... Да, друзья, подведем итоги нашего сегодняшнего вопроса. Они такие. Как повлияет возможное завершение войны с Ираном на войну в Украине? 2% резко угомонит войну в Украине. 11% приблизит страшную развязку. Что-то как бы жахнут, какой-то будет ад
пекло, катарсис какой-то. Ну, типа как очищение, и все тогда страшно развяжется. 26% только продлит страдания Украины, и 60% считают, что никак, это абсолютно другая тема, другая ниша, и, в общем, это завершение войны, если оно будет, оно никак не будет связано с завершением с войной в Украине. Вот так сказали люди. Ну, как примерно мы с вами. Мы с вами примерно так это и обсудили. Ну, что тут сказать? Поехали вопросы. Павел, как всегда, я настаиваю на режиме Блиц, а там как получится. Ну, там как пойдет. Да, там как пойдет. Начнем с клуба зрителей «Шелест». Спасибо большое, что подписываетесь, поддерживаете. Все и странички, и клубы, и патреоны Павла Щелина в описании к этому видео. Переходите, интересуйтесь. Поехали. Василина спрашивает. Уважаемый Павел Александрович, как вы считаете, какие основные цели, мотивы, философские, идейные, психологические, меркантильные у тех, кто совершает геноцид, начиная с руководителей, разработчиков, идейных вдохновителей этого процесса и заканчивая непосредственными рядовыми исполнителями? Может, это совокупность нескольких мотивов? Может, они разные у перечисленных акторов? Здравствуйте, уважаемая Василина. Я думаю, могу согласиться, что мотивы разные. Самые высокие мотивы, конечно, религиозные. Любой геноцид, по сути, является массовым жертвоприношением на алтарь того или иного демона или там, скажем так, беса, если уж на то пошло. Ну, с точки зрения его, так сказать, архитекторов, да, которых мы знаем. А вот дальше по цепочке там уже начинаются мотивы самые разные. То есть они на самом деле все так или иначе связаны с этим духовным мотивом, но рядовые участники вполне себе могут не отдавать отчет о духовных процессах, которые происходят, и честно принимать участие в этих вопросах, думая, что они просто исполняют приказ, либо просто у соседа есть лишняя комната в квартире, либо там стоит прекрасная стенка, сервиз золота, либо кто-то просто nothing personal, just business. Да? То есть это вот такие аргументы более низкого порядка, которые люди могут использовать. Но самый фундаментальный, главный на высшем контуре власти, конечно, за любым геноцидом, любой геноцид надо рассматривать как религиозное жертвоприношение. Так, следующий вопрос. Значит, задает вам его Евгений Антонов. Павел, антисоветчик — это всегда русофоб? Как вы оцениваете роль разоблаченческого и покаянческого дискурса про «Сталин ел детей» 80-х и 90-х в формировании текущей украинской идентичности? Ну, если мы говорим о формировании текущей украинской идентичности, то гораздо большую роль сыграли в этом вполне коммунистические деятели 20-х и 30-х годов. В 20-е годы, напоминаю, потратили миллионы золотых рублей в условиях голодающего Поволжья, чтобы в бывшей Австро-Венгрии покупать учебники на украинском языке. Там был очень комичный период, когда в советских школах на учебниках учебники были с прославлением Франца Иосифа. Ну, условно говоря, украинизация и превращение русских людей в украинцев началась сильно до 80-х годов. И создание именно инфраструктуры какой-никакой украинской государственности, единственная, которая была, это была советская государственность. И не будь этой инфраструктуры советской государственности, сегодня не было бы никакой незалежной вот этой всей истории. И не лилась бы эта кровь. Поэтому здесь вина гораздо больше. Если говорить про антисоветчика и про антирусофоба, я с этим тезисом можно согласиться частично, как конкретная эмпирическая история на постсоветских государствах, да, то есть очень часто начинают с критики советского периода, а потом заканчивается с критиком русских как таковых, вообще просто всей русской истории. Но для русской истории проблема гораздо более сложна. Мое отношение вы знаете. Я считаю, что коммунизм является внешней заразой, принесенной на русскую почву с Запада, поэтому это тот болезнь, тот вирус, который был чужой для нашего народа. Тем не менее, вот этот больной, который болел этим вирусом во время своей болезни, совершил огромное количество подвигов, совершил огромное количество добрых дел, да, героизма в том числе. И вот больного любить надо, но не надо из любви к больному как бы называть болезнь добродетелем. Тем более она не наша. Повторюсь, не случайно господин Маркс похоронен на очень специфическом кладбище в Лондоне.
И не случайно, написав все работы о тяжелом положении британских рабочих, революции произошли где угодно, кроме как в Британии. Это все вот то, что Да, для меня есть... Ну, понятна позиция. Анна, вопрос Павлу. Как вы оцениваете сценарий окончания войны сменой поколений? Молодые люди с обеих сторон довольно инфантильные и не понимают призывов в стиле «вставай, страна огромная», как часто говорит Александр Шелест, и я с ним согласна. Начать заново войну, имеется в виду, будет очень сложно. Причем наблюдение. Поколенчески, по взглядам. Путин и Зеленский, в кавычках, одного возраста, как будто бы. Так что что скажет следующее поколение, которое слушает песню «Скинь котиков» и в 20 лет уже все страшно уставшие, выгоревшие, а для войны нужна энергия, а ее нет. поколение никто не спросит. Важно не то, что народ думает о самом о себе, а важно, что о народе думает Господь в вечности. То есть тут однозначный вопрос. Обстоятельства безопасности и предельные вопросы гораздо важнее наших с вами частных интересов. Меня порадовало сравнение господина Зеленского с господином Путиным как одно поколение. Так господина Зеленского в ваших эфирах еще никто не оскорблял. В кавычках имеется в виду тот советский человек. Ну да, ну нет, это интересно. Это над этим стоит поразмыслить. Нет, то, что война закончится поколенческой сменой, но кто вам сказал, что эта поколенческая смена будет вот в эту сторону безразличия и миролюбия? Напротив, мы видим вот то, что единственные голоса в этом молодом поколении, которые имеют значение, это будут те, которые знают, кто они, скажем так, каково их имя, знают, что такое хорошо, что такое плохо, и готовы платить за это предельную цену. И только и мы видим этот процесс, потому что, понимаете, ну, огромное количество солдат, оно и молодого поколения тоже. И оно прекрасно, скажем так, кто-то солнышко приветствует, кто-то еще какими-то вещами занимается, а кто-то, не знаю, под знаменем со Спаса воюет. Поэтому все очень по-разному с этими молодыми поколениями. Однозначно, вот что я могу согласиться, постсоветское поколение, вот оно закончится. То есть вот то, что мы получили в наследство вот эти современные после 91 года государства, которые как бы и не советские, и не советские, вот эта, скажем так, биполярочка, вот она будет преодолена рано или поздно, и она, скажем так, мне кажется, будет со временем преодолена по мере исполнения, простите за тавтологию, меры вот этого осознания самих себя именно с точки зрения вот большой длинной идентичности народа с большой буквы этого слова, народа в библейском понимании этого слова, народа как большой церкви. Да. Так, сообщество YouTube, давайте сюда заглянем. Добрый вечер. Есть такая пословица: умный мужик уже при первом громе крестится. Российские элиты демонстрируют прямо противоположное. Они не умные, не мужики или не русские. Нет, просто у нас в России именно как вот с точки зрения скорости, да. Тут, понимаете, и по итогам 4 лет, наверное, можно оценить изменения каким образом. Где-то в 22-м случайно для самих себя во многом вынужденно начали лежать в правильном направлении, возможно, сейчас начинают медленно ползти в правильном направлении. Вот она, скажем так, то скорость и качество российской элиты, которая она есть. Но она такое есть. Единственное, что я напомню, если мы отклонимся в давние времена, это вообще свойственно для больших систем и для больших империй. Была такое государство, называлось Рим. Может быть, помните. И вот если вы посмотрите, практически любую свою войну Рим начинал с огромной катастрофы. Сила империи не в том, что она не терпит поражений в начале. Сила империи в том, что она медленно выгребает в правильное направление. Хотелось бы, конечно, побыстрее, но вы абсолютно правы. Тут вот надо очень... Вот как рассказывал Семен Уралов и Чадаев, вот после того, как господин великий стратег Владимир Зеленский запустил дроны по ПМФ, до там парочки гостей дошло, что, возможно, таки что-то поменялось. То есть оно вот примерно так. То есть тут уже, понимаете, украинского националиста это очень расстроит, но промыслительно все его действия лишь помогают русским людям вспомнить, что они русские. Так что пожелаем им удачи. Так, поехали дальше. Следующий вопрос. Почему византийская ортодоксия русская традиционная ценность? Ведь Византия — это как бы Европа. Почему Ивана Купала и иже с ними нетрадиционные ценности?
Ну, потому что я не понимаю разговор о традиционных ценностях вообще, да, то есть если мы говорим... То есть тут в вопросе три принципиальные ошибки. С каких пор византийская ортодоксия стала Европой? Православие — это православие, оно вселенское принципиально. Оно не стиснуто вот этими там границами, там Европа, Азия и прочее. То есть оно истинное, да, и Россия, приняв вот эту истинную веру, соответственно, потом воплощала ее по-своему. То есть русское православие отличается, его лик другой, чем православие греческое, хотя учение тоже. Ну, то есть Писание тоже, святые отцы те же, предание уже местами отличается, то есть оно где-то глубже, где-то взаимодополняет друг друга, но оно точно вселенское, это первое. Второй вопрос принципиальный. Это, если здесь вопрошающий, скажем так, смеется над дискурсом о традиционных ценностях, то я его поддерживаю. Фраза «традиционные ценности» бессмысленная. Потому что абсолютно вы правы, то, что нужно говорить, чьи традиционные ценности. Православные традиционные ценности одни, католические другие, протестантские третьи, языческие пятые, исламские четвертые, буддистские 25-е. В общем, традиций много и разных. Поэтому просто разговор о традиционных ценностях, он бессмысленный. Поэтому что в этом я абсолютно согласен, когда в России говорят как заклинание каких-то традиционных ценностей, мне тоже непонятно, о каких ценностях идет речь. А если говорить о языческих традициях, ну вот у меня был собеседник Сергей Иванов из Эвка, он рассказывал очень многие истории вот про вот эти язычества, как, по сути, их придумал, ну, он раскапывал очень многое то, что мы считаем языческими традициями, той же, например, Масленица, да, там про сжигание чучелов было придумано там, условно, в 30-е годы рядом этнографов в том же самом СССР. Ну, да, определенно есть, конечно, какие-то данные языческие традиции и прочее, но тут для меня ответ очень простой. Все, что было истинное, ну, то есть в чем особенность христианства и православия? Все, что есть истинное, допустим, в мире до того, как оно пришло на эту землю, оно берет и преображает, и только делает лучше. В этом огне правды сгорает только не настоящее. Так, вы верите, Наталья Руденко возмущенно спрашивает, в сговор властей Украины и России? Такое впечатление, что они каждый раз спасают его зад. Ну, имеется в виду Зеленский. Нет, не думаю. Абсолютно нет. Я не поддерживаю эту логику. Ну, то есть я просто не согласен. Я считаю то, что это абсолютно не связанные процессы. То есть, ну, условно говоря, Россия Зеленского не спасает. Другое дело то, что России, разумеется, Зеленский выгоден. Ну, то есть, как бы, вам все-таки лучше некомпетентный враг, чем компетентный враг. Ну, элементарно, да? А для господина Европы, ну, Зеленский свою судьбу с ними связал, они связали свою судьбу с ним и по финансовым, и по символическим уровням. Поэтому, конечно, они будут, он им выгоден тоже, они его спасают. Сам господин Зеленский плавает, так сказать, маневрирует между этими струйками. Александр задает вопрос. Война закончится и наступит мир. Сможет ли Украина выиграть борьбу за мир? Каким вам видится послевоенное будущее Украины? Я считаю то, что у Украины нет послевоенного будущего. То есть Украины не будет? Ну, я считаю, что мир является убийством для Украины. То есть пока единственная причина, почему она существует, это война. Да, то, что останется на руинах мира, это запускает энтропийные процессы, ну, и это будет не Украина. То есть что-то на этой земле будет, но это будет не Украина. Ну, тут, кстати, символически, мне, знаете, из таких сюжетов мы не обсуждали, вот западные, там, скажем так, самые правильные украинцы, которые учили всех москворотах, как не надо жить, сейчас очень сильно протестуют, что к ним слишком много индусов завезли. Вот это очень интересная, скажем так, символическая история. Теперь индусы их учат, как правильно, соответственно, ходить на фронт и прочие истории. Но и фундаментальный мой тезис, я вам его говорил. Я считаю то, что мир является убийством для того... Ну, опять, слушайте, вы можете понять. Все, чего мир? Экономика в долгах, населения нет. То есть единственное, что оплачивается, это война. То есть это огромное дикое поле в лучшем случае, и какой-то порядок будет только на тех землях, которые вспомнят, что они вообще-то никогда не были украинскими, они были русскими. Ну, может, кто-то вспомнит, что они были венграми, кто-то вспомнит, что они были румынами. Вот такого рода вещи. Так, если взять за основу
пишет пользователь, фразу Оскара Пишеля про выигрывающих войны школьных учителей и приходских священников и наложить на наши реалии, то как быть с системой образования, все понятно. Сдавший ЕГЭ полководцем не станет и войну не остановит. Мгм. А роль церкви в российско-украинском конфликте, кроме взаимных обвинений, какая может быть? Вроде уже больше 30 лет прошло после атеистической власти, а голос церкви не слышен. Здесь можно вспомнить и Парижскую Олимпиаду, и убийство сирийских Мгм. христиан Газы. РПЦ молчит, тем более уже УПЦ. Это такое нынешнее молчаливое и пассивное фарисейство, спрашивает пользователь. Нет, это наследие длинной эпохи. Если вы посмотрите, вот это то, что с церковью у нас, в принципе, всегда так, вот как с первого тысячелетия началось, так с тех пор и продолжается. Если вопрос, что волнует вопрошающего? Если его волнует, как это что-то изменить, да, то тут рецепт все святые отцы дают один. Иди в собор, иди в свой приход и меняйся, прежде всего сам. Ну вот ты, скажем так, вот принцип Серафима Саровского. Спаси себя сам, вокруг тебя спасутся тысячи. А если цель просто вот обще порассуждать, то, ну, обще порассуждать, как бы все болеет, все абсолютно болеет. У нас церковь же тоже отделена от государства, отделена от государства. Раз она отделена от государства, то какой у нее голос? Никакой у нее голос. У нее как бы своя жизнь, у государства своя жизнь. Вот так и живем, все отделенные друг от друга. А вы против, что церковь отделена от государства? Как вам объяснить, против, не против, но я считаю, что тезис о отделении церкви от государства просто философски бессмысленен. Если у вас есть тезис, то есть государство всегда нуждается в неком этическом обосновании своего существования. Даже Простите. Зеленский с Порошенко это поняли. ПЦУ создали себе, да. Вот, даже создали ПЦУ. Поэтому, если у вас на бумаге церковь отделена от государства, значит, есть какая-то церковь, которая, тем не менее, от этого государства не отделена, просто мы не знаем ее имени. Вот и все. Интересная, кстати, мысль. Так, Василий, Одесса. Павел, мне кажется, что только вы можете дать честный ответ на мой вопрос. Из-за войны население Украины уменьшилось наполовину. Кто-то остался на подконтрольной территории, другие покинули страну, и многие сгинули навечно. И мне кажется, что уменьшение населения – одна из основных задач украинской марионеточной власти. Ну, чтобы некому было спрашивать, что подписали с британцами, что подписали с американцами, по недрам и так далее. И, конечно, для депопуляции война – самое то. Вопрос, а какие задачи у Путина? Зачем ему длинная война? Почему он до сих пор не уничтожил логистику коридоров на Западной Украине? Ведь это наводит на нехорошие мысли. Выглядит так, что Путин и Зеленский играют в одну какую-то согласованную с кем-то игру. Спасибо вам за ответ. С уважением, мира и добра. Так, к большому сожалению. Ну, может быть, сейчас мы вернемся, собственно, к Павлу. Произошел у нас технический сбой. Друзья, спасибо большое, что ставите лайки. Спасибо, что голосуете в вопросах. И, конечно же, задаете ваши вопросы. Александр, вот, Павел с нами, да, вернулись вы. Вопрос вы не услышали от Василия из Одессы. Нет, правильно? я слышал большую часть. Ну, я дослушал до части про очередной вопрос, почему не уничтожили что-то там. Ну да, не уничтожили Путин логистику. Зачем? Вот смотрите, у Зеленского задача депопуляция, война, это самое оно. А зачем длинная война Путину? Почему там быстро не перерезают, не уничтожают логистику, мосты, тоннели и не заканчивают все это? Ну, короткий ответ, потому что господин Путин является гуманистом. Ну, насколько я понимаю. Потому что, что бы там ни говорили тоже любители хайпа, ну, как я читал, других способов нанести удары по вот этим мостам и по этим тоннелям, кроме как применения тактического ядерного оружия, нет. Ну, просто нет. Применение тактического ядерного оружия чревато большими эскалационными последствиями, которые господин Путин считает, можно пойти только как на крайнюю меру. Текущий характер войны не является для него крайней мерой,
Как, ну, то есть, в такой крайней мере, может быть прямое участие Европы в войне. Тогда да, тогда полетит все ядерное и неядерное. А пока война ведется исключительно на полигоне под названием Украина, риски применения ядерного оружия являются чрезмерными. То есть, потенциально таким образом он считает, что сохраняется больше жизни. То есть, ну, это вот мое прочтение этой истории. То есть, мое прочтение этой истории. То есть, его гуманизм, да. Здесь есть определенный, да, трагедийный опыт, к сожалению, то, что нам не дано знать альтернативные сценарии будущего, но я читал довольно много рассуждений на тему того, то, что, возможно, наоборот, применение ядерного оружия в 22-м сохранило бы огромное количество жизней, которые не погибли бы за эти годы. Но это точно противоречит этике господина Путина, который считает, что применение такого оружия может быть только оправдано в крайнем случае. А в противном случае, простите, Советский Союз эти мосты строил. Их никакими ракетами не снесешь. А летать самолетами, это вон США, даже США над Ираном полетать особо-то не получилось. Сложно в современных условиях, то есть нет военной этой возможности. Это сделать военными возможностями нет. А, возможно, действия Украины приведут к тому, что и такие меры будут применены, но я бы на эту тему абсолютно не радовался. Я абсолютно не радовался. Так, перейдем к вашим вопросам из чата. Уважаемый, вот реакция от Галы, ну, Галина, наверное. Уважаемый спикер, говоря, что мир для Украины — это смерть, вы смешиваете понятия Украины и украинцев с группой Зеленского. Украинцы хотят и Нет. просят мира. Услышьте их. Почему не слышите? Они не хотят мира. Я не знаю, какого мира. Они хотят, да, мира на границах 91-го года. Простой вопрос. Капитулируйте. Еще раз говорю, хотеть мира сегодня — это капитулировать. Вы согласны на отдать... Я очень мало... Вот вы же читали эти вопросы. Украинцы хотят, чтобы 4 региона вошли в состав Российской Федерации по конституционным границам, чтобы была денацификация, чтобы была демилитаризация и прочий пакет Стамбула, Александр. Вот то, что стоит в условиях мира. Украинцы хотят, чтобы был русский язык вторым государственным. Украинцы хотят, чтобы, скажем так, все то, ради чего были 30 лет жертв, было обнулено. Вот я не уверен, поэтому нет. Украинцы не мир, а украинцы хотят перемирия. Вот это я поверю. Подождите, чтобы они не могут... подморозки... Погодите, они не могут хотеть. Им запретили хотеть русский язык. Что значит Им запретили? запретили хотеть Булгакова, понимаете? Ну, то есть... Им запретила, ну, Зеленский, система, режим запретил. Ну, я не считаю, что это система. Я считаю, что здесь система отражает средние чаяния, скажем так, среднего населения, которое, как минимум, точно далеко не против этой истории. Ну, то есть, я знаю людей, у меня много подписчиков в людях, и это их огромный подвиг, которые, да, которые этого не хотят, но они живут на катакомбном положении, я вам прямо скажу, и их каждый день могут, скажем так, с ними, как сами вы знаете, как вы, скажем так, сами вы прекрасно понимаете, что может происходить с такими людьми, да, но в массе своей, как бы, в той мере, в которой вот, я считаю, что как только человек начинает по-настоящему хотеть мира и перестает отрицать вот это русское начало, да, на территории Украины, он неизбежно, то есть, понимаете, я-то верю господинам типа Мельника, Коновальца, Шухевича и прочих, они понимали, о чем говорили, они же прекрасно понимали, что там нужно провести, по сути, чистку всего населения этой земли, потому что иначе мы не создадим нашу кристальную чистую украинскую нацию. Как они говорят, если там из 20 миллионов останется 10, это приемлемая цена за создание незалежного украинского государства. И они абсолютно правы, потому что в любом мирном соревновании, если русский язык и если русская культура не притесняется на территории Украины, то есть возможности получения информации, обучения, экономических связей, то эта территория... Очень сложно вам будет объяснить жителю Харькова, чем он отличается от жителя Белгорода. Напоминаю, оба города построены при одних и тех же русских царях в рамках одного и того же движения по созданию засеченной черты против набегов крымского хана. И селились там примерно одни и те же люди. То есть вы не сможете... То есть сила культурной гравитации, как правда говорят господа, коллективный Фарион, она приведет к тому, что мы, как украинцы, исчезнем. Поэтому вот когда говорят, украинцы говорят мира, я не верю. То есть вот здесь украинские националисты правы. Осознанный украинец мира на условиях тех, которые предлагают, он лучше, достань его украинца. Вот, собственно, это мы и наблюдаем. Так, вот такой вопрос. Здравствуйте. Все уже привыкли, что Россия бомбит русские города, убивая своих родных. Павел, объясните, почему Россия по православным бьет и жалеет католиков на Западе? Вместо Кагора водку пьете, что ли, на празднике?
Странный вопрос, конечно. Это вопрос... Россия воюет там, где ведет война, где идет война, где проходит линия фронта, там и идет, собственно говоря, эта битва. По Западной Украине удары доходятся, когда это, я повторюсь, когда это с точки зрения России целесообразно с военной точки зрения. У нее такая логика. Плюс, повторюсь, не забывайте, что Российская Федерация и Российская воюют в логике военной, как придумал российский генеральный генштаб. Стратегия aggressive attrition. Стратегия aggressive attrition предполагает, или агрессивное истощение предполагает вот эту войну, уничтожение армии противника, прежде всего в прифронтовой полосе. Опять-таки, очень странный вопрос от украинцев. Мы с вами это много раз обсуждали. Непонимание вот терпения и терпильности. Такое ощущение, что вашим слушателям было бы проще, если бы, правда, всеми самыми страшными оружиями были нанесены эти самые страшные удары, и вот тогда бы было бы уважение. Ну, к сожалению, Россия так не мыслит. К сожалению, к счастью, но российское руководство в этой логике так не мыслит. Не идет речь ни о каком жалении. Тут вообще это странная логика, ее понять сложно. Есть Генштаб со своей вот этой логикой военной целесообразности. И все, что он делает в той военной целесообразности, как он ее понимает. И с его точки зрения военно нецелесообразно там тратить ракеты на удары по символическим местам, например. Поэтому они условно тратятся так, как они тратятся. Да, это вопрос скорее, понимаете, православные люди в Украине, да, которые называют себя православными, подняли оружие за ту власть, которая уничтожает их веру, со всеми силами. И вопрос скорее к этому. Веру начали задолго до 22 года уничтожать. Да. Это важно отметить. Поэтому война проходит там, где проходит линия фронта. Очень простой вопрос. Александр Леонов. Вопрос. А может Анкориджи вообще так выглядит? Первый. Встреча на Аляске. Военное противостояние России против НАТО с США. Второй Анкоридж. Встреча в Китае. Экономическая война с Китаем и США. Анкоридж третий. Будут сформированы 3 кластера в мире. Вот такой геополитический вопрос. Не согласен с этой оценкой. Слушателю так интересно, пусть будет, что называется. Израиль и Иран. Огонь только разгорается, как вы полагаете. А когда по-настоящему рванет вот их война? Спасибо, Александр, всем добра. Я так понимаю, это что-то, знаете, вот такое по Жириновскому, что вот сейчас там как жахнет война. Я говорю, во-первых, она идет, но я думаю, она в том виде, в котором есть. Вот повторюсь, сейчас будет неделя пиара, все будут говорить о каких-то перемириях, но на практике, говорю, скорее всего, осенью в самый крайний срок будет вторая фаза. Прочей этой истории. Там слишком большое фундаментальные противоречия между игроками в регионе. Условно, Израиль цель сноса иранского режима тоже, знаете, с повестки дня не снимал, поэтому будут пытаться стороны теперь делать выводы на основе того, что получилось, готовиться к следующему раунду. Вот и все. Сергей, вопрос. Согласен ли Павел, что с Древней Руси пошло раздвоение всего русского, когда на престол в Киеве восходил русский князь, условно Суздаля, то бояре Киева противились этому, ссылаясь на авторитаризм? Нет, это давняя история, это не только в целом плач князей, там деление не на две, там гораздо больше части. В общем, жалобы на киевский люд, киевские посады на киевских бояр были со стороны любого князя, которому выпадало княжить в Киеве. То есть это исторически всегда было, скажем так, для них сложно. Миша задает вопрос, как Павел, будучи христианином, принимает концепцию биодрона, ведь в таком случае человек лишается субъектности. Я отношусь примерно в той же логике, как в Евангелии от Иоанна говорится, раб греха не свободен, то есть в той мере, в которой мы все подвержены, скажем так. То есть что значит в биодроне возможность свободы сохраняется, и возможность субъектности сохраняется. Просто в конкретном моменте эта возможность человек выбирает ее делегировать внешнему оператору. То есть вот в чем смысл. И это глубоко православная позиция. В той мере, как условно, допустим, если я страдаю страстью пьянства, да, то в тот момент, когда я иду за 15-й бутылкой водки, то я как бы могу за ней не пойти. Моя способность-то сохранена и свобода воли, но я являюсь условно одержимым бесом пьянства в этот момент, вот если так говорить символически, и являюсь дроном, биодроном вот этого, скажем так, беса пьянства. Здесь примерно то же самое. Так.
Саша спросил у философа, на кой так горячо любимый Александр I при Аустерлице положил столько народа русского в интересах Англии и Мгм. Австрии? Ну, опять странный вопрос, потому что вы можете почитать. Там интерес был в том, чтобы остановить масонскую, французскую вот эту революцию, наполеоновские войны. Россия последовательно занимала позицию не дать сформироваться единой европейской вот этой такой масонской силе. Напомню, лозунги «Эгалите, фратерните», вот это все масонская французская революция. И Россия воевала против этой силы. Иногда успешно, иногда нет, как под Аустерлицем, но закончилось все казаками в Париже. Полезно помнить. Вопрос. Каковы шансы выживания России, если сейчас в противостоянии Россия-НАТО потери несет только Россия, а НАТО ничего не теряет и только наращивает силы, удары и санкции? Ну, опять-таки, Россия потери не... Ну, как бы... Россия, во-первых, проходит огромное обновление, нравится вам того это или нет. Ну, условно, если в 22-м сильнейшая армия, возможно, была не такая сильнейшим, то теперь, наверное, действительно сильнейшая сухопутная армия. А во-вторых, я напоминаю, с точки зрения тех демографических приобретений земель, которые получила Россия, Россия в плюсе. Как бы вам это было неприятно. В абсолютном минусе находится только Украина. Поэтому вопрос вам больше стоит задавать к счету Европы и к правому флангу НАТО. А Россия, скажем так, люди, ну, то есть, несмотря на все понесенные потери, за счет присоединенных территорий и за счет тех, кто там остался, и за тех, кто выбрал вернуться в Россию, она находится в демографическом плюсе. А что касается войны с НАТО, ну, повторюсь, война с НАТО точно не будет вести конвенционными средствами. Там разговор идет именно о применении стратегического ядерного оружия. Ну и не дай бог нам с вами стать свидетелями этого события, хотя за последние годы оно стало более вероятным. Добрый вечер. Если Россия создала бы на своей территории псевдонезависимое государство, которое могло бы атаковать ЕС дронами, ракетами и так далее, но не вступать в реальную войну, что бы тогда было? Ну, это вот Россия так не мыслит однозначно. Ей это этически неприемлемая на данный момент история. Да? Хотя в теории это что? У нас есть Абхазия с Южной Осетией. Можно, если что, абхазские дроны сказать, что абхазские дроны полетели куда надо, было бы желание. Да? Но это вопрос именно этического. С точки зрения России это недостойное, насколько я понимаю, поведение. По крайней мере, нынешней российской элиты. Да, друзья, всем большое спасибо за то, что ждете наши с Павлом эфиры. Спасибо большое за то, что мы вместе. Я бы хотел, чтобы в завершении вы два слова сказали. Вот я, кстати, рассуждал на эту тему на каком-то из эфиров. Куда-то или включался, или с кем-то разговаривал, ну, где-то в медиа. А мы немножко не понимаем, ну, как-то вот пропаганда забила баки полностью о том, что такое Россия. Ну вот, и какой она будет после войны. Все почему-то думают, что вот смотрите, Россия, там, ну, Украина, она будет сильнее, могущественнее и так далее, и так далее, и так далее. Ну, типа, война закончится, щит Европы, все дела. Но ровно то же самое можно сказать и про Россию. Плюс тыловая жизнь. И да, там сейчас дроны летают, понятное дело, там бензин, дефицит, дроны, все это рассказывают. Но с точки зрения, вот все-таки мир, он дает прогресс. Мир, мирная жизнь. А какая будет Россия? Тыловая, не в военном смысле, государственная, ну, как страна после войны. Об этом рано говорить. Это война надолго, Александр. Мы находимся в 30-летней войне. Чтобы ответить на ваш вопрос, нужно ответить на вопрос, зачем эта война. И я, как уже говорил, то, что, на мой взгляд, главное историосовское направление этой войны — это про вспоминание истинного, ну, вспоминание собственного имени. Пока, я повторюсь, на этой точке всем идти очень долго. Какой-то, ну, если мы посмотрим на, как мне пишут многие подписчики, на количество молодых людей, которые за последние 4 года стало гораздо больше людей в церквях. Это на меня, наверное, один из самых больших показателей, ну не то что показателей, знаков
зачем все это в каком-то смысле происходит, огромная эта трагедия. Но это еще очень длинный путь. То есть пока мы не изгоним из себя всех там демонов от кантианского вечного мира, к которому вы все время апеллируете, до методологов Щедровицкого, которые говорят, что там субъект ничто, процесс все, цели не существует. В общем, пока мы не начнем задаваться вопросами «зачем?», зачем я живу, зачем я живу в этой стране, зачем живет Россия, зачем вообще она есть. В общем, пока этот вопрос не вернется в центр общественной, культурной, политической жизни, эта битва будет длиться. Она, говорю, это очень надолгое, скажем так, на долгое время. И вот эта иллюзия того, что наступит какой-то мир и безопасность, нет, мира и безопасности не будет. Их и никогда не было, и никогда не будет. Это будут, как это, периоды войн, холодных и горячих, которые сменяют друг друга. Главное не забывать о главной брани, которую ведет каждый из людей, каждый из нас. То есть это прежде всего вот брань невидимая, брань духовная. И вот мой ответ, что чем больше людей будут эту брань вести осознанно, тем лучше будет для Отечества российского, да, и тем больше шанса на то, что по итогам этой войны оно выйдет, ну, более, как бы, честнее вам, если угодно, более соответствующему тому, каким оно должно быть в вечности, по сравнению с тем, каком оно вошло. Но, повторюсь, это очень надолго. К сожалению, мы находимся только, как это, в фактах этой трагедии, и до гибели хора нам еще далеко. Павел Щелин. Мгм. Ну, я не буду никак реагировать, вы знаете. Да, Вы я знаете знаю ваш мои, оптимизм. мои как бы, ну, куда надолго? В Украине уже половины населения нет, понимаете. С образованием вообще швах, понимаете, все, как бы можно уже там крестик ставить, и, ну, если школьники в Одессе, ну, типа ЕГЭ, НМТ называется, да, сдают по 12 часов, а их там в подвал из подвала, в подвал из подвала, понимаете? Ну, ну какое тут образование? Ну, поэтому это долго продолжаться, конечно, не может по таким чисто, ну, таким утилитарным причинам, но тем не менее. Александр, как всегда в наших с вами анекдотах, как знаете, пессимист говорит, хуже быть не может, оптимист говорит, может. Это да. Павел Щелин был моим собеседником сегодня. Я очень благодарен за время и мысли. Спасибо, Александр. Друзья, напишите в комментариях, с чем согласны, с чем не согласны. Поучаствуйте в обсуждениях, комментариях других. Это очень интересно. Ну а самое главное, берегите себя и друг друга. Добра и света. До скорого. До свидания.